Решаем проблему дробного стука в коробке передач, которая постепенно исчезала по мере плавного нажатия на педаль сцепления. Мне необходимо было под всю руку залететь в гараж и получить доступ к днищу этого автомобиля, благополучно слить старое отработанное масло с нашего карабаса и с легкостью открутить совсем немного всякой всячины, включая кожух маховика, стартер искра, карданчик кулисы и цельнометаллический рычаг в сборе. Можно дернув сразу оба привода достать из-под этого днища заводскую на пробеге 170 тысяч еще ни разу не колотую коробку, внутреннюю часть которой нам, конечно же, необходимо будет отмыть от фрикционной пыли при помощи очистителя карбюратора Синтетиум, потому что он отлично очищает и имеет терпимый запах. Но внешне уже изрядно засраленную часть корпуса отмыть при помощи совсем чуть-чуть высокого давления. И только после этого, исключительно по желанию хозяина автомобиля, складываем эту чистейшую коробку на заднее сиденье автомобиля и отправляемся к одному моему знакомому мастеру коробочных дел на небольшую дефектовку, который, к слову, показала, что коробка на этом пробеге находится в достаточно хорошем, почти идеальном состоянии, поэтому, отмыв ее все внутренности, собираем в обратном порядке и складываем ее на заднее сиденье, чтобы, конечно же, по приезде в гараж благополучно скинуть изрядно подтертое, похоже, еще заводское 12-го года сцепление Валио, в котором, как говорится, и крылся тот самый стукач в виде уже изрядно износившегося демпфера холостого хода. Поэтому, опять же, исключительно по желанию хозяина автомобиля, меняем старое Валио на новый, оригинальный еще досанкционный комплект 22-го года, не забыв залить при этом немного выше уровня синтетического масла для 5-й передачи.